Я понятия не имел, где этот Брюгге. Это в Бельгии. Брюгге – дыра. Дыра. Брюгге не дыра. Мы только что приехали. Нельзя подождать, пока мы этот чертов город не посмотрим. Я и так знаю, что это дыра. Дыра. Это были кадры из фильма «Залечь на дно Брюгге». Кстати, очень рекомендую к просмотру, фильм действительно интересный. Ну а мы тоже только что сошли с поезда и будем выяснять, какой же он Брюгге на самом деле. Привет, я Полина, мой проект Orange Travel. И сегодня я расскажу вам, как классно провести время в Брюгге, в Бельгии. Брюгге – это маленький город на севере Бельгии в исторической области Западная Фландрия. Добраться сюда очень легко из международного аэропорта Брюсселя на поезде или автобусе. Дорога займет около часа. Гулять по необыкновенным средневековым улицам можно целый день. Тут очень чисто, вся архитектура ухожена и идеально отреставрирована. Создается полное ощущение погружения в далекое прошлое. Население Брюгге всего около 110 тысяч человек, но сейчас он настолько популярен у туристов, что на улицах очень много народу. Поэтому рекомендую приезжать сюда не летом, а весной или осенью. Кстати, я уже не первый раз в Брюгге, и последний раз я здесь была в далеком 2010 году. Как вы думаете, что поменялось в Брюгге с 2010 года? Ничего не поменялось в Брюгге с 2010 года, потому что здесь с 16 века ничего не меняется. И даже лошадь, лошадь та же. С лошадью я, конечно, загнула, но все остальное чистая правда. А причина сохранения средневековья – историческое стечение обстоятельств. Все дело в том, что в период с 12 по 16 век Брюгге был очень процветающим городом, благодаря своему порту. Именно тогда и были построены все эти пряничные домики и дворцы. Но ближе к концу 15 века основной торговый канал начал засоряться и отрезал Брюгге от моря. А функции главного портового города перешли к соседнему Антверпену. Ну а Брюгге стал загнивать, и прозагнивал он аж до 19 века, поэтому ничего нового тут не построили, за исключением пары готических соборов, лаконично вписавшихся в образ города. А потом и вовсе сообразили, что в этом и есть главная ценность Брюгге, в его идентичности. Навели марафет и превратили его в город-памятник, куда теперь приезжают толпы туристов, чтобы окунуться в атмосферу прошлого. Ну а главная ценность для меня – это, конечно же, ваш лайк и подписка. Вообще, когда идешь по такой улице, невольно представляешь себя такой барыней средних веков в таком бархатном платье, и рядом обязательно должен идти рыцарь. Нет, не идти, рыцарь должен ехать на коне. Но первым делом надо заселиться в отель, и вот наш отель «Леопольд», и первое препятствие – лестница.
Лестница, видимо, тоже достаточно древняя. Хорошо, что у меня нет какого-то огромного чемодана. Ну и эта лестница дает понять, что вечером бельгийским пивом лучше сильно не увлекаться. Ну а что же номер в отеле за 115 евро? Ну, честно говоря, комментариев у меня нет по самому номеру. Но отсюда есть выход на чудесный садик. Шампанское у нас стоит, да, кто не без греха. И здесь очень клевый, например, есть котик, куча цветочков, лестница, по которой можно залезть на крышу и посмотреть на Брюгге с высоты. Очень здорово. И есть очень милые чувачки у нас тут стоят. По-моему, огонь. Пойдем. А что там? Там красиво. Нет уж. Мы в низине. Мне и здесь видно. Рэй, я думаю, ты самый фиговый турист во всем мире. Итак, мы на главной центральной площади Брюгге возле самой известной колокольни. Говорят, если подняться наверх, то можно увидеть весь город как на ладони. Пойдем смотреть. Итак, час Х настал. Впереди 366 ступеней, и мы наверху. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stone and shadow, cold embrace, secrets carved in time's own face. Oh, castle of stars, your walls hold the night, where nights seek the truth and magic takes flight. 363, 364, 365, 366. О, да. Красота. Armor shines in the torchlight's glow. A kingdom where the brave must Да, виды отсюда действительно потрясающие. Но смотреть на них теперь можно только как-то так, через сеточку. Безопасность – наше все. Но самое потрясающее тут все же не виды, а вот это. — 47 колоколов, одновременно звонящих прямо над духом. А сейчас мы находимся на самом известном канале под названием Гранерей. Все тут катаются на лодках, мы тоже обязательно покатаемся, но перед этим прямо напротив меня находятся 4 всадника апокалипсиса. shadows break where the vultures fly.
For silhouettes on streets of ash, their eyes burn red, their hooves they crash. No name, no face, no trace of light. They ride unseen, the end ignites. Ну, в принципе, если всадники апокалипсиса будут такого размера, то бояться не стоит. Ну что, нравится? Что нравится? Ну это, кататься и по сторонам смотреть. Да, это называется туризм. Гляди-ка. Древняя больница. 12 век. Брюгге сохранился лучше других средневековых городов Бельгии. Конечно же, одной из главных достопримечательностей Брюгге являются его каналы. И каждый уважающий себя турист считает необходимым по ним поплавать на лодочке. Брюгге даже называют Северной Венецией. В средние века жители города превратили местную реку Рие в сеть каналов, которые позволяли торговцам завозить свои товары в город по воде. Сегодня прогулка на лодке по этим знаменитым водным путям предоставляет туристам отличную возможность посмотреть на ряд самых красивых мест города. Through a history carved in the wind's soft wail, the lanterns sway, the echoes call. Можно, конечно, часами восхищаться архитектурой Брюгге, каналами и прочими интересными штуками, но все-таки, друзья, давайте не забывать, что мы в Бельгии, и все-таки святая святых здесь, ну, конечно же, это бельгийское пиво, и это все мне. Ну, может быть, оператору дам чуть-чуть попробовать, но немного. Вот теперь похоже на нормальный отпуск. Бельгия – одна из лучших стран-производителей пенного, а может и вовсе лучшая. Поэтому, будь ты хоть трижды зожник, не пить пиво в Бельгии – это грех. А пиво здесь любят настолько, что здесь есть целый музей пива, и, конечно же, мы не смогли пройти мимо. Кстати, в европейских странах в средние века пиво и вина пили намного больше, чем обычной воды. А все потому, что делать пиво и вино научились, а фильтровать воду еще нет. Ну, или делали вид, что не умеют. В общем, водой можно было легко отравиться, а вот пивом ни за что. А вот самая интересная часть нашего барлезонского балета. После посещения музея есть дегустация бельгийского пива. А из окна музея открывается чудесный вид на рыночную площадь, где, как у Лермонтова, земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, а еще машины и велосипеды.
Когда вы окончательно устанете от толп туристов и пленка на вашем фотоаппарате закончится, то смело приходите в парк Мини-Вотер. Здесь можно отдохнуть, посмотреть на озеро любви, а если пройдете по этому мосту держать за руки, то всю жизнь будете вместе. Название озера родилось из старинной легенды о девушке по имени Минна, которая погибла, пытаясь сбежать от своего нелюбимого жениха к любимому. Eternal flame through dark and light, a beacon burning in the night. No sword, no storm can break the chain. Our love forever shall remain. Вон там, на алтаре, стоит фиал. Из святой земли его привез фламандский крестоносец. В фиале знаешь, что по слухам находится? Нет, и что там? Там несколько капель крови Иисуса Христа. Отсюда и название церкви. Да, это кровь. Да? Да, она высохла, конечно. Но, говорят, несколько раз становилась опять жидкой. И сухой крови снова превращалась в жидкость. Несколько раз во время великих бедствий. Это же чудо. Да? Да, сейчас, как это принято, я прикоснусь к фиалу. Да? Да, идем. А сразу за мной находится базилика Святой Крови. Говорят, что там находится сосуд с кровью самого Иисуса Христа. Конечно же, нужно пойти и проверить. Не знаю, как я хотела это проверить. Наверное, это примерно как с динозавром на улице, которого либо встретишь, либо нет. Вероятность 50 на 50. Что-то там лежит. Верить во все это или не верить, это уже на ваше личное усмотрение. Ну а прямо сейчас мы отправляемся на море. Да, в Брюгге есть море, и пляж тоже есть. А добраться до моря нам поможет вот такой поездочек, который отходит от центрального вокзала каждые 30 минут. The waves are giants, they crash and roar. A choir of frost sings from the shore. The winds are painted with icy strokes, carving dreams in the breath it chokes. Frozen horizon, endless and free, the heart of the north calls out to me. Ну вот мы и на море. Искупаться, конечно, тут не получится, потому что море северное, очень холодное, но зато здесь потрясающий вид и красивый пляж, и вообще очень романтично. Северное море. Хоть и холодное, но какое же оно величественное и впечатляющее. Это море является одним из важнейших морских путей для европейских стран и источником нефти и газа. Именно Северное море помогло Брюгге стать богатейшим и красивейшим городом в те далекие времена. Причем тут настолько романтично, что волей-неволей не удержишься и... It's where I began. The deeper the cold, the brighter the fire, the wilder the waves, the higher desire. На этом про Брюгге у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал. Следующее видео будет еще интереснее. Всем классных приключений. Увидимся. Cold kind of magic lights up the day.
The stories sleep, whispers of secrets the ocean keeps.